Друзья, всем привет! Меня зовут Арина, и я приветствую вас у нас на канале. И сегодня я вам хочу рассказать, как можно добраться с России до Кореи. К сожалению, сейчас мы не имеем такой возможности сесть на самолет в нашем родном городе и за 2 с небольшим часа добраться до Сеула. В нашем бы случае это был бы просто идеальный вариант с 2 большими чемоданами, с ребенком, с коляской. Но, увы, этого варианта сейчас нет, но есть 2 других варианта, и давайте я вам про них расскажу. Первый вариант – это добраться на пароме. Он ходит с Владивостока до Кореи. В нашем бы случае нужно было еще добраться до Владивостока и потом с Кореи до нашего корейского дома тоже немало проехать. Поэтому... Ну и не только поэтому, сейчас расскажу, мы выбрали второй вариант, это авиаперелеты. Можно добраться на самолете через любую третью страну. И мы выбрали этот вариант, так как мы решили заехать еще к моим родителям, которые живут под Краснодаром. Погнали! Опять опаздывает. Алиса. Алиса, ты возвращалась дома? Время 11 утра, и к нам в Хабаровск пришла настоящая зима. Накануне начался снегопад, поэтому такси мы заказали заранее, и оно нас не подвело, приехало вовремя. Добрались мы до аэропорта, регистрация на наш рейс уже началась, а на улице тем временем снег начинает идти все больше. Ну вот, мы в зале вылета, до нашего первого рейса осталось 1,5 часа. Пойдем позавтракаем, хотя время уже обед, и будем ждать посадку. Пока сидели, переживали, чтобы не отложили наш рейс из-за погодных условий. Постоянно слушали объявления, так как наш следующий рейс Москва-Адлер через 3 часа после прилета. Как и в принципе весь наш маршрут мы выстраивали с минимальными возможными промежутками. Уважаемые пассажиры, заканчивается посадка на рейс авиакомпании «Аэрофлот Российские Аллергии» 1713. Ну что, зря переживали, посадка началась вовремя. Открываю багажную полку. Аварийные выходы из прохода салона должны быть свободными от ручной клади. Самолет был полный. Места у окна мы выбирали себе заранее. Сидели уже в ожидании взлета, но наш рейс все-таки задержали на полчаса, так как очень долго проходил процедуру обливки от обледенения. Пассажиры вокруг уже начали переживать и спрашивать стюардесс, все ли в порядке и успеют ли они на следующий рейс. Как только взлетели, нам повезло, и Алиса уснула. Можно спокойно посмотреть фильмы. Для нас каждый рейс – настоящее мучение. Ты смотришь на часы, а время не идет, а у нас впереди еще столько перелетов. Вот скажите, ребята, у вас так же или вы любите летать? А Алиске нашей, по-моему, нравится. Прошли мы очередную регистрацию, и следующий наш маршрут Москва-Адлер, и до вылета у нас 2 часа. И, наверное, сейчас самое время рассказать вам, почему мы делаем столько пересадок, чтобы добраться до родителей. Как я говорила ранее, они живут под Краснодаром.
В связи с нынешней обстановкой в стране аэропорт Краснодара до сих пор закрыт, и туда можно доехать на поезде или на машине. И у нас был выбор: ехать на поезде с Москвы до Краснодара, дорога тогда у нас заняла почти 2 суток, или лететь самолетом в Адлер с Москвы, а после с Адлера на Ласточке уже в Краснодар. Желаем приятного полета. У нас в Хабаровске уже ночь, и как только мы сели в самолет, Алиса сразу уснула. А мы до сих пор не спим, а время по-прежнему в самолете не идет. Радует хотя бы то, что этот перелет в 2 раза короче предыдущего. Спустя 4 часа мы наконец-то приземляемся в Адлере, и эти 4 часа нам показались как все 8, так как почти сутки мы уже не спим, а еще сказывается разница во времени, которая составляет 7 часов. В Адлере сейчас 11 часов вечера, а в Хабаровске 6 часов утра. Спасибо. На улице так классно, так тепло. Уезжали, был дубак, а теперь вообще ништяк. Сразу захотелось к морю. Но вместо моря после 3 часов ожидания нас ждет Ласточка. Вот и подошел к концу наш первый путь, и мы приехали в Краснодар. Местное время 7:30 утра. И я уже сбилась со счету, сколько времени мы не спим. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. В общем, кажется, что прошла какая-то вечность, пока мы добирались до сюда. Сейчас мы находимся в ЖД вокзале, в детской комнате. Я бы даже сказала, не комнате, а в целом зале. Она, конечно, впечатлила меня своими размерами. Деткам есть здесь где побегать. И пока Алиска танцует тут, мы сидим, ждем моих родителей, которые попали в огромную пробку, подъезжая к Краснодару. В Краснодаре это норма. Жуткие пробки, все едут в город на работу и все стоит. А из города уже дорога пустая, добираться намного проще, пробок нет. И мы достаточно быстро добрались до родительского дома. Приехали мы к родителям на 5 дней показать Алиску. Здесь мы уже были полгода назад, но тогда мы не говорили, что собираемся в гости, и решили сделать сюрприз. Здрасте. Сейчас Алиска уже носится вовсю и не дает всем покоя. Веселит бабушку с дедушкой, а полгода назад еще ползала тут. Алиса собирается с нами в магазин, но мы ее не берем. Здесь нам есть ее с кем оставить. На дворе декабрь, и так непривычно на улице вместо снега зеленая трава. Кот, ты куда пошел? Брюхо, брюхо. Брюхо убегает от хлеба. Хлеб за брюхом не бегает. Женщина для мужчины – это хлеб. Дождик. В Краснодаре дождик. Брюхо. Брюхо, ты куда убежала? Вот твой хлеб. Вот его хлеб. Это брюхо, это брюхо. А? Мы пошли в деревенский магазин. Уже 2-й раз, да? Ладно, магазин. Что, набрал пиваса? Пузо набрала пиваса, 2 пакета. И тащит себе в норку. Пузо? Что? Так, да? В деревне вообще радуются, когда ты идешь в обычный магазин и набираешь много продуктов.
Пока нас не было, Алиска вела себя Привет. хорошо. Но стоило ей только нас увидеть, сразу начались слезы. Хочу мою маленькую булочку. Все, пойдем, пойдем. Готовочка. Что делаете? Кимчу или кимчи, или чимчи, или мумчи? Капусту квашеную. Квашеную капусту? Вкусно будет? Можно на пергаменте как-то закручивать. Супер рецепт. Шарлотку делаем. Рецепт будет в описании, На да? весь протеин, вон, покажи. Тома готовит шарлотку, Саша готовит кимчи-мумчи. Потому что мужчины вкуснее готовят. А эти, как называется? А портные тоже мужской. Ёжики. Сегодня день шарлотки, да, там? Да, где-то в интернете начитал. Не думаю, что не приготовить. Шарлотка почти готова. Готовит ее мой брат Артем. Он приехал к родителям в гости со своей семьей, и живет он в Краснодаре. Саша доготавливает шашлык. Скоро соберемся за большим столом всей семьей. А уже завтра будем собирать чемоданы. И нас ждет длинная дорога в Корею. Трактор. Еще один путь нам предстоит. Один закончили. Дедушка, Да, скажи. бабушка. Далеко. Я за один сюда ехал. Кошмар. И Проснулся что-то. Пурга метет где-то. Ну, на Урале уже. Алиса, Чё, уже выспался? ты на ласточку едешь? Поехал. Сейчас поедешь на паровозике? Кончается, да? Замерзайка это или вода была замерзла. Снегом забивает, а снег такой, ну, влажный. Краснодар, аэропорт, Сочи. Наша ласточка. Алиса, ты где? Ты в ласточку села? Ты куда поедешь? А? Ты в аэропорт поедешь? Мы добрались до аэропорта. На ласточке. Сначала положено, первый путь пройден. Надо теперь успеть. Бежим с ласточки на регистрацию. И очень удобно, что поезд прибывает сразу в аэропорт, что не нужно брать такси и тащиться с чемоданами, а просто перейти в другую дверь, и ты уже в аэропорту. Успели на регистрацию, и мы уже в зале вылета. И тут нам попался интересный лифт. Нужно постоянно держать кнопку, чтобы он въехал. Папа спускает коляску. Папа, привет, да? Кто там? Ты знаешь что? Это папа? Понравилось тебе?
Дядька передает всем привет и желает нам приятного полета. Господа, наш самолет готов к посадке. Москва. Та-та-та. До вылета целых 5 часов. Регистрация начнется только через 2 часа. И я же вам не сказала, следующий наш рейс – это Москва, Абу-Даби. И мы очень устали, нам очень хочется спать. Одной Алиске хорошо, она спит, когда ей захочется. А мы сейчас будем думать, чем нам заняться. Что мы делать будем? Не знаю, ждать 8 часов регистрации. До регистрации 2 часа, чем заняться. Кот, давай день посидим, может? Мы придумали, чем нам заняться. В аэропорту есть хорошие гостиницы. Номера с душем, с большой кроватью и так далее. Но нам не повезло, все номера были заняты. Лучше бронировать их заранее. Всю информацию вы можете найти на сайте аэропорта. Но был еще другой вариант – капсульный отель, и он был свободен. Вот нас ведет спать. Я буду спать. Да. Давай. Давай. Расскажу немного об отеле. Внутри очень интересно. Ощущение, что ты на космическом корабле. Яркость освещения настраивается сенсором. Есть вентиляция, есть розетка, гнездо для зарядки гаджетов, есть телевизор, радио, Wi-Fi, кондиционер, зеркало, сейф. А также вы можете оставить багаж в камере хранения и имеется бокс под обувь. Сама капсула достаточно вместительная, мягкий матрас, 2 большие подушки, одноразовая простынь и наволочки. Но материал, конечно, полупрозрачный, но зато все чистенько. Есть и минусы, не совсем хорошая звукоизоляция. Алиса, выспалась у нас? А мама не совсем. Давай делать прическу. По стоимости ночью 1 час такой гостиницы стоит 950 рублей и минимальный срок аренды 3 часа. В общем, я так и не поспала. Как только легла, Алиска проснулась. Пришлось 2 часа ее развлекать, но зато я повалялась и чувствую себя намного бодрее. А Саша не захотел идти спать. Решил эти 2 часа погулять по аэропорту, подождать нас, думая, что мы спим. А мы уже прошли регистрацию и находимся в зоне вылета и решили посетить бизнес-зал. До вылета у нас еще достаточно много времени, будем тусить там. Алиса, куда едешь? Кто-то сейчас упадет. Достань ее. Мы находимся с вами в бизнес-зале. Сейчас мы посмотрим, что тут предлагается из еды, позавтракаем, и я вам расскажу про него. Йогурт, фасолька, огурцы. Суп вон есть. Вот. И, наверное, газели 4-5.
Вкусняшки. Давай сядем сначала. Где сядем? Да. Ага. Выбирай шарики, давай. Ну что, пока Алиска с Сашей играются в детской комнате, покажу вам немного бизнес-зал. Он, конечно, очень красивый и достаточно большой. Здесь есть душевые кабины, предоставляется полотенце и набор средств для принятия душа. Комнаты для сна, переговорные комнаты, рабочие кабинеты с персональными компьютерами и копировально-множительной техникой. Телевизионный зал, Wi-Fi, развлекательные игровые автоматы. Для пассажиров с детьми игровая и пеленальная комната. Ну и, конечно же, шведский стол с расширенным ассортиментом горячих блюд, закусок, десертов, алкогольных и безалкогольных напитков. Кстати, не сказала вам, что бизнес-зал может посетить каждый, даже у кого нет привилегий. И за данный сервис достаточно невысокая цена – 2500 с человека. Вот и начинается наш последний рейс с пересадочкой. Зайдет очередь. Если папа коляску твою прячет, увидишь уже в Корее. Ну, повыше. Ну ладно, что, так. Тюх-тюх-тюх. Не снимай, блин. Бирку на коляске мы так и не достали, и поэтому переживали немного, что она может не доехать до Кореи, а остаться в Абу-Даби, поскольку мы летели транзитным рейсом. Какое? 15 какое? Ты готова, Алиса? Села? Да, плед это у тебя. Да? И крыло. Самолет большой. Все, Россия. Это легко. Только сейчас поняла. Мы улетаем из России. Как ваше ощущение? Я только сейчас поняла, что в Россию мы увидим не скоро. И самое время рассказать вам, как мы решили поехать в Корею. Ранее мы уже были в Корее, но находились там относительно недолго, так как визы у меня на тот момент не было. А этим летом мы подумывали о переезде. И в конце осени начали собирать документы на визу. Собрали, отдали в консульство, и через 2 недели Алисе одобрили, а по мне запросили дополнительные документы.
Прошла еще неделя, и мне пришел отказ. После отказа повторно можно подать еще только через 3 месяца. И мы уже отложили наш переезд на следующий год. Но тут мы узнали, что можем написать письмо консулу о повторном рассмотрении. Письмо должно быть на корейском языке. Или посетить его лично, что мы и сделали. И буквально через день пришло одобрение. Виза у меня F1, и она дается сейчас на 3 месяца. В течение 2 недель мы порешали все дела, среди которых одним из самых важных дел было, куда пристроить нашего котика. Мы уже хотели везти его в Краснодар, к моим родителям. Уже сделали все для этого документы. Но в последний момент оставили его в Хабаровске у знакомых. Начали продумывать наш маршрут, поскольку прямого рейса нет. Собрали чемоданы, и вот мы уже записываем видео вам из самолета на пути в Корею. Самолет так мягко сел, что я аж не ожидала. И потом сразу очень быстро поехал, и мне стало страшно. Обычно наоборот, я боюсь взлетов и посадок, но как только самолет касается земли, мой страх всегда уходил, а тут наоборот. В общем, я схватила Сашу за руку и держала его, мне так спокойнее. Печет. Да? Но. Алиса, тебе остался 1 перелет, и ты увидишься с бабушкой и с дедушкой. Багаж нам получать не нужно, поскольку мы летим транзитом. Что за дрифт, скажи, да? Абу-Даби. Алиса, ты прилетела в Абу-Даби, чтобы доехать наконец-то до дедушки с бабушкой, да? Алиса? Да? Привет, привет. Вот, ну вообще нормально, когда остается последний перелет, как второе дыхание открывается. Нет? Тебе так не кажется? Мы поменяли $100 на местную валюту и пошли кушать. Что такое? Фудкорт в аэропорту не такой уж и большой, выбор невелик. В основном везде продается что-то похожее на местную кухню. Еще была пицца и гамбургеры. И мы выбрали по привычке гамбургеры. Вот и последний наш зал ожидания. Промежуток между рейсами у нас был 4 часа. И вокруг одни иностранцы. Любительница повоображать. Как только мы сели в автобус, который везет нас к самолету, Алиска начала со всеми заигрывать, всем улыбаться и радоваться. Пошли? Самолетик! Видите маску на Саше? А это значит, что мы уже прилетели в Корею.
А еще, помните, я вам рассказывала про коляску, что переживали, что она может не доехать до Кореи? Так вот, при выходе с самолета одна из этих милых девушек обратилась ко мне и что-то сказала на корейском про коляску. В общем, коляска приехала в Корею вместе с нами. Папа там. Да, сейчас пойдет. Где папа? Алиса, где папа? Прошли мы паспортный контроль достаточно быстро. Осталось получить багаж. Корейцы, кстати, молодцы. Они достали коляску из чехла, чтобы посмотреть бирочку, и все аккуратненько положили в лоток. Биби! Маска где? Ты какая маска, целоваться буду? О, наш багет. Вот багет наш. Скажи до свидания. Бай-бай. Вот тут еще надо с коляски, да, все? Алиса, Алиса, привет. Ну вот и все. За этими дверями нас ждет бабушка и дедушка. Тын-тын-тын-тын-тын. Алиса, сейчас еще на автобусе поедем и приедем домой. Пойдем. Сюда? Алиса, на автобус поедешь? Вот и подошла к концу наша дорога. Уставшие, не спавшие, но счастливые. Едем в наш корейский дом. А пока мы едем, предлагаю вам посмотреть небольшой кусочек Кореи. Подписаться на мой канал, поставить палец вверх, оставить комментарий и ждать следующего выпуска. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Ну вот мы и дома. Всем пока-пока. Не забудьте подписаться.